С момента, как только человек произнес свой первый звук, мир начал тонуть в догадках, сплетнях и теориях. Каждый видел что-то свое и пытался распространить и донести это до других. Век за веком человечество стремительно развивалось, но любовь к тайнам и загадкам не покинула его по сей день. Привет, я Надин, и по вашим многочисленным просьбам я начинаю новую серию видео, которые будут посвящены теориям заговора, и которых люди придумали уже бесчисленное количество. Сегодня мы с вами поговорим о звездах, которые скоропостижно покинули этот мир. Кто-то погиб в катастрофах, кто-то по неосторожности, а кто-то не смог заглушить боль внутри себя и решился на самоубийство. Но всех их объединяет одно. Очень много людей не верят в то, что это была случайность. Поверить или нет в то, что я вам сегодня расскажу, уже дело лично каждого. Потому что нет твердых доказательств того, что это правда. Устраивайтесь поудобнее, и я начинаю. Майкл Джексон – легенда, кумир, уникальный в своем роде, король поп-музыки, вдохновитель, и этот список можно продолжать до бесконечности. Его звезда зажглась рано и, к сожалению, погасла также не в срок. Музыка, которую он создал, движения, которые он дал, по сей день остаются неповторимыми и продолжают вдохновлять молодых людей на то, чтобы взлететь на Олимп. Но вот только для самого певца его имидж был лишь ширмой, за которой прятался неуверенный в себе, добрый и ранимый человек, который хотел стать другом для каждого. Жестокий отец, жестокий лейбл и жестокие люди вокруг просто его сломали. Постоянные насмешки, что он боится быть тем, кто он есть, и пытается стать белым. Высмеивание его голоса и сплетни о том, что он прошел химическую кастрацию ради того, чтобы прекратить подачу тестостерона в организм и сохранить свой голос. Ну и главное, обвинения в педофилии и бесконечное судебное расследование довели его до тревожности, бессонницы и зависимости от препаратов. Кусочек за кусочком он предлагал свое тело сцене, фанатам и стервятникам, которые кружили вокруг него, пока не достиг точки невозврата, после чего Майкл начал уничтожать себя. Появились слухи, что он буквально доводил организм до истощения репетициями и бессонницей, медленно, день за днем, убивая себя. 25 июня 2009 короля поп-музыки не стало. Первой реакцией было недоверие. Многие СМИ решили, что смерть могла быть медийным трюком, за которым шло возвращение Майкла на сцену, которое планировалось летом в Лондоне. Но то, что могло быть медийным трюком, позже стало возможным убийством. После этой новости также появились странные заявления о гибели и других знаменитостей, что Харрисон Форд пропал без вести с яхты или что Мэтт Дэймон погиб в автокатастрофе. Но, к сожалению, это не был трюк. Джексон скончался от передозировки препаратами. 28 августа 2009 было сделано официальное заявление, классифицирующее смерть Джексона как убийство, и главным подозреваемым стал врач Майкла Конрад Мюррей, который дал Джексону лишнюю дозу пропофола. В конечном итоге Мюррей был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к 4 годам тюремного заключения. До начала суда адвокат Мюррея стал утверждать, что певец принял отчаянные меры из-за ухудшающегося финансового положения. Но адвокат Майкла заявил, что теория о самоубийстве не имеет права на существование. И судья отклонил запрос Мюррея о предоставлении финансовых отчетов Джексона. Также стали поступать сообщения, что Майкл дошел до финальной черты и стал сильно зависим от обезболивающих препаратов. А парамедики, прибывшие в особняк Джексона, не узнали его. Перед ними был мужчина, который выглядел как больной раком на последней стадии. С этого момента и по сей день душу Майкла никак не могут оставить в покое, пытаясь разобраться, а что же случилось на самом деле. Среди ранних теорий, которые начали плодиться в сети, было предположение, что Джексон инсценировал свою смерть и присвоил себе деньги от предстоящих концертов, чтобы решить свои финансовые трудности. Миллионы, если не сотни миллионов долгов и понимание того, что он не сможет полноценно откатать тур из 50 концертов, толкнули инсценировать свою смерть. Он берет себе новую личность, которую пытался получить много лет, и исчезает. Понимаете, о чем я? Писал один из пользователей. Далее началась битва за наследство. Семья Майкла направила письмо исполнителям имущества Джексона, адвокатам Джону Бранко и Джону Маклейну, обвинив их в мошенничестве, подделке документов, эксплуатации и злоупотреблении полномочиями. Братья и сестры Джексона утверждали, что он не был в Лос-Анджелесе в день, когда было датировано его завещание, а именно 7 июля 2002, и поэтому не мог его подписать, добавив, что Джексон сказал, что презирает обоих и не хочет, чтобы они имели какое-либо отношение к его жизни.
Не обошлось, конечно же, и без безумных теорий. Одни выдвинули, что Майкла убили новым экспериментальным биологическим оружием, другие, что Джексон на самом деле уже умер давным-давно. Его разложившееся тело было найдено на ранчо Неверленд, и что его место занял самозванец. Аврил Лавин и Бейонсе также передают всем привет. О клонах я сделаю отдельное видео. Но главная теория, которая есть по сей день и которую многие пытаются доказать, так это то, что Майкла убрали свои же люди. Он не хотел прогибаться под боссов лейбла, но курочка несла слишком дорогие яйца и захотела от них упорхнуть. Здесь даже я, полный скептик всего этого и чаще всего воспринимающий подобные идеи как бред, вижу некую долю правды. Потому что мы с вами видим, скорее всего, возможно, всего 1% от того, что происходит на самом деле. Остальные 99% – это грязь, скандалы и уничтоженные судьбы. О том, что Джексона на самом деле убили, стали говорить не только фанаты и любители теорий, но и его близкие. В 2017-м Пэрис Джексон, дочь Майкла, заявила журналу Rolling Stone, что она убеждена, что ее отца убили. Он намекал, что люди хотят его убить. В какой-то момент он так и сказал: «Однажды они меня убьют». Все стрелки указывают на это. Это звучит как полная теория заговора и звучит как чушь. Но все настоящие фанаты и все в семье знают это. Это была подстава. Заявление о случайной передозировке – чушь, сказала она. О последних днях своего отца Пэрис рассказала, что Майкл постоянно мерз и много плакал. А когда ему понадобился врач, внезапно погас свет и отключились телефоны. И здесь в ход вступили другие теории, что смерть была устроена иллюминатами, про которых, конечно же, я также сделаю отдельное видео. Сестра Джексона Латоя в своих мемуарах Starting Over откровенно рассказала, чем с ней делился брат, и что она подозревает, что за кончиной Майкла стоят его деловые советники и врачи, которые хотели довести его до смерти будущими концертами, а затем нажиться на его поместье. И назвала Мюррея, который предстал перед судом, козлом отпущения. Я считаю, что когда Майкл вошел в дом той ночью, чтобы его не встретила, он знал, что его конец близок. И как только он ушел, некоторые из тех самых людей, в отношении которых он высказывал подозрения, теперь начали контролировать его поместье. Как только пришли новые деловые советники, они уволили ключевых людей, которые были близки с Майклом в течение многих лет. Мой брат предсказал свою смерть. Он говорил мне: «Латоя, меня убьют из-за моего музыкального каталога и моего имущества». Говорил мне снова и снова. Майкл верил, что это заговор, писала Джексон. Но еще больше подозрений на то, что это было убийство, стали рассекреченные записки, которые писал Майкл. В одной из них говорилось: «Они пытаются убить меня». В другой, что Майкл боится за свою жизнь и что система хочет убить его за каталог. В третьей было сказано: AEG оказывает на меня огромное давление. У меня плохое предчувствие. Я боюсь за свою жизнь. Позвоню Джозефу завтра. AEG были концертными организаторами, которые готовили выступление Джексона в Лондоне. А Джозефом, как полагают, является его отец Джо Джексон. Но кто же тогда на самом деле убил Майкла Джексона? Главным подозреваемым у сторонников теории стал Томми Мотола из Sony, с которыми Джексон начал борьбу за свою музыку. Мотола давно был известен как человек, который любил создавать рабские контракты, делал расистские комментарии и всеми силами пытался сделать так, чтобы все принадлежало именно ему. Но Майкл стал слишком влиятелен и перестал молчать. Первые конфликты Джексона и Sony начались в 1997-м, когда компания стала пытаться контролировать Майкла и его творчество. Артист хотел вернуть права на свои песни, однако лейбл отвернулся и продлил свои авторские права. Также были слухи, что они открыто угрожали певцу, заявив, что или он играет по их правилам, или они уничтожат его карьеру. Когда он сказал «нет», в свет вышла вся эта история про педофила. Это создало конфликт интересов между двумя сторонами, поскольку Джексон решил, что пришло время покинуть лейбл, чтобы он мог управлять всем сам, не выплачивая им большую часть прибыли. После того, как Томми Мотола был уведомлен о требованиях Джексона, Бранко, о котором говорилось ранее, помог Sony переписать контракты, которые связывали Майкла с ними. Компания решила испортить промоушен будущих релизов, сделав его гораздо слабее. Кроме того, Джексон больше не мог выпускать песни, которые хотел в качестве синглов, и идеи для многих музыкальных клипов пришлось отложить. Не прошло и года после релиза нового материала, как Sony Music внезапно прекратили продвижение проекта. Майкл пришел к выводу, что они пытаются саботировать его собственный альбом. И в июле 2002-го Майкл Джексон сделал публичное заявление, протестуя против компании, назвав Мотолу подлым расистом и дьявольским отродьем. Это стало одним из самых
самых важных моментов в истории поп-культуры, который далее дал силы другим артистам биться со своими лейблами. Майкл стал открыто говорить, насколько отвратителен его лейбл, не опасаясь возмездия. В то время Джексон также посещал протесты, организованные фанатами, поддерживал их и, не думая, брал в руки плакаты, на которых были надписи вроде «Sony, отстой». В конечном итоге он покинул Sony Music, владея всего лишь половиной прав на свою музыку. После смерти Джексона Sony столкнулась с еще большими противоречиями, особенно после фиаско с 3 песнями из первого посмертного альбома, которые явно исполнял не король поп-музыки, а его подражатель. Вопросы появлялись один за другим, все больше и больше. Дом был полон людей, как так получилось, что никто не заметил состояние Джексона. Врач получил всего 4 года за непредумышленное убийство, а потом и вовсе вышел за хорошее поведение. Зачем он дал ему пропофол, лекарство, которое может дать только лицензированный анестезиолог? Почему на флаконах не было данных врача, как это принято в США? Как у него могли быть следы 18 различных лекарств? Почему врачу потребовалось полчаса, чтобы позвонить в 911? Сиги Джексон, племянник Майкла, также заявил, что его дядю определенно убили. И это не было самоубийство, он не был по уши в долгах. Он обладал таким огромным каталогом музыки, что, продав часть его, смог бы вообще не думать о доходах. Но Майкл не соглашался отдавать права на свою музыку. Но вот он умирает, и внезапно везде начинает звучать музыка Майкла Джексона. Также он подтвердил догадки Латои, что Мюррей был просто лицом, которое нужно было осудить. Что он получил свои деньги, просто поделал вид, что он врач, и ему, скорее всего, сказали: «Слушай, ты потеряешь немного времени, чуть-чуть посидишь, но затем мы тебя вытащим». Так и произошло. Мюррей не отсидел полный срок и через 2 года вышел досрочно за хорошее поведение. Но на этом теории вокруг Майкла не закончились. Существуют и обратные, которые утверждают, что он на самом деле жив. В начале 2017-го банкир Дэвид Дан выступил в налоговом суде США в Лос-Анджелесе и заявил, что Джексон был на грани банкротства перед своей смертью, что подкрепило теорию о том, что легенда поп-музыки мог просто сменить личность, чтобы избежать финансовых проблем. В июле 2017-го парикмахер Стив Эрхарт, который был близким другом Джексона, заявил, что у него и есть информация о звезде, которую не знает даже его семья. В посте на Facebook Эрхарт написал: «Совет для верующих в Майкла Джексона. Вы услышали это здесь первыми, своего рода объявление, и через пару месяцев или самое позднее в конце года вы получите очень хорошие новости. Это невероятно, этого не знает даже семья. Но я знаю, никаких новостей от Эрхарта больше не поступало». Затем Джексона якобы видел пограничник, когда тот пересекал границу из Калифорнии в Мексику. Однако ни один человек в Мексике до сих пор не видел Майкла. Потом было сообщение о том, что Майкл Джексон живет в Онтарио. В сообщении говорилось, что через неделю после его смерти кто-то переехал в небольшое бунгало недалеко от озера Доре. По словам соседа, парк фургонов для переезда и лимузин остановился перед домом, где бледного мужчину средних лет сопроводили в дом 3 телохранителей. Еще было множество фотографий, которые постили в сети, где якобы люди столкнулись с легендой. А вместо Майкла умер совершенно другой человек, которого госпитализировали под именем Соул. Принцесса Уэльская, принцесса Диана, леди Ди. Она стала настоящей иконой как стиля, так и человечности. Бесчисленные благотворительные поступки, борьба с неизлечимыми болезнями и желание уменьшить количество оружия. Каждый новый шаг делил общественность пополам. Те, кто восторгался ее поступками, и те, кто не понимал, как эта женщина попала в королевскую семью. Несмотря на свой статус, Диана оказалась обычным человеком со своими демонами и переживаниями. Она страдала от депрессии, нервной булимии и наносила себе самоповреждения. И брак с нелюбимым человеком только усугублял ее состояние. Наконец все поняли, что эти отношения не спасти, и было принято решение о разводе, который официально был оформлен 28 августа 1995 года. Леди Ди освободилась от оков и отправилась строить свою личную, счастливую жизнь. Свою новую любовь она нашла в Доди Аль-Фаеде, что снова не понравилось королеве, а об отношениях Чарльза и Камилы она сказала: «Нас было 3 в этом браке, так что было немного тесновато». Но 31 августа 1997 наступил роковой день. Диана, Доди Аль-Фаед и Анри Поль погибли на месте в результате травм, полученных в автокатастрофе на мосту Альма в Париже.
Телохранитель Дианы и Альфаеда Тревор Рис Джонс единственный, кто остался в живых, но из-за травмы головы он не помнил ничего об аварии. Вина была возложена на Анри Поля, который сел за руль и не справился с управлением. Токсикологические тесты показали, что уровень алкоголя в крови Поля примерно в 3,5 раза превышал допустимый предел во Франции. Тесты также выявили наличие рецептурных препаратов, которые могут негативно взаимодействовать с алкоголем. И, конечно же, скорость. После краш-тестов было установлено, что автомобиль ехал со скоростью около 105 км в час, что более чем в 2 раза превышает ограничение скорости. В 1999-м французские судьи возложили ответственность исключительно на водителя, заявив, что совокупное воздействие алкоголя и лекарств помешало ему сохранить контроль над транспортным средством. А также было заявлено, что если бы у Дианы была защита полиции, этого бы не произошло. Полицейские не позволили бы паре сесть в машину, а если бы и позволили, то потребовали бы пристегнуть ремни безопасности. После заключения у всех осталось слишком много вопросов. Почему? Зачем? И из-за чего так быстро? И была ли эта авария обычной случайностью? Теории заговора вступили в бой. Появились слухи, что в крови Анри Поля был обнаружен высокий уровень оксида углерода, который в разы превышал норму, что, по мнению сторонников заговора, произошло что-то зловещее либо с Анри Полем, либо с образцами его крови. На эти слухи было сделано заявление, что если бы действительно был такой высокий уровень оксида углерода в крови, он бы вообще не смог функционировать, не говоря уже о том, чтобы сесть за руль. Также была информация о том, что Поль превысил скорость, чтобы оторваться от вездесущих папарацци, которые преследовали Диану. И принц Гарри один из тех, кто считает, что именно они ответственны за смерть его матери. В своих мемуарах он писал, что нанял водителя, который провез его по туннелю на скорости 100 км в час, чтобы он сам это испытал. И пришел к выводу, что в этом не было ничего такого, что должно было привести к фатальной аварии, даже с пьяным водителем, если только папарацци не преследовали их и не ослепили Поля. Судьи отметили, что фотографы действительно нарушали все моральные и этические нормы, но британские суды не имели юрисдикции в отношении событий во Франции. Фотографов нельзя было заставить давать показания в этом разбирательстве и выдвинуть какие-либо обвинения. Но после смерти Дианы несколько стран, включая Великобританию и США, изменили свои законы о поведении папарацци. Другая теория напрямую затрагивает отношения Дианы и Альфаеда, которые стоили им жизни. Файед планировал сделать Диане предложение в ночь крушения. Обручальное кольцо было найдено в его квартире, но осталось неизвестно, сделал ли он предложение или нет. Со своей стороны Мохаммед Аль-Фаед, отец Доди, обвинил в смерти принцессы и его сына заговор, организованный принцем Филиппом, мужем королевы Елизаветы, и разведывательными службами, чтобы помешать мусульманину стать отчимом будущего британского короля. Он также утверждал, что Диана недавно забеременела и собиралась об этом рассказать. Масло в огонь сторонников теории заговора подлил тот факт, что после смерти ее частично забальзамировали, что сделало невозможным проведение анализа ее крови. Диану забальзамировали перед вскрытием, что является нарушением закона. Сделано это было, чтобы сестры Дианы и принц Чарльз смогли осмотреть тело. Президент Жак Ширак и его жена также хотели выразить свое почтение. Это означало, что времени на подготовку тела к осмотру было очень мало. И было сочтено неприемлемым представить тело Дианы ее семье и президенту Франции в том состоянии, в котором оно находилось. Персонал больницы имел только устное разрешение на данную процедуру. Согласно французскому законодательству, перед бальзамированием любого тела, которое, вероятно, будет подлежать вскрытию, необходимо заполнить документы. Эти документы были заполнены, но только после того, как бальзамирование было сделано, что породило обвинение в подозрительных обстоятельствах. Анализы крови были проведены с образцов, взятых в машине, но не обнаружили никаких следов, указывающих на беременность принцессы. Далее стали обсуждать, что в этом деле замешан Анри Поль, которому за убийство Дианы заплатили Ми-6. Бывший офицер спецслужбы Ричард Томлинсон подтвердил, что видел досье Поля и может сказать, что тот был информатором. Несмотря на то, что Поль зарабатывал всего $35 тысяч в год, на момент смерти на его банковском счете было около 250 тысяч, в дополнение к значительной сумме наличных, которая была у него на момент смерти, что породило дальнейшее предположение о том, что Ми-6 заплатили ему. Еще одним подозреваемым оказался водитель белого Фиат, который, как сообщается, последовал за Дианой в туннель, оставив на Мерседесе улику, свидетельствующую о скользящем контакте двух автомобилей.
Вопросы, где белая машина, кто был за рулем, виноваты ли они в чем-то, не заставили себя долго ждать. Сторонники теории заговора пытались связать Фиат с Джеймсом Андерсоном, известным французским папарацци, утверждая, что он также был информатором Ми-6. Но Андерсон заявил, что он был дома со своей женой во время крушения. В мае 2000-го Андерсон был найден мертвым с дырой в голове в своей машине. Полиция сочла это самоубийством, но Файет-старший и другие скептики утверждают, что его убили за ту роль, которую, по их мнению, он сыграл в предполагаемом убийстве Дианы и Доди. Далее многочисленные публикации сообщали, что белый Фиат принадлежал таксисту Ле Ван Тханю. Несколько свидетелей вспоминают, что видели человека, соответствующего его описанию, выехавшего из туннеля через несколько секунд после аварии. Свидетель Сабина Дозон сказала, что видела, как белый Фиат с парижскими номерными знаками выехал из туннеля после аварии, и описала загорелого водителя, собаку в наморднике и разбитую заднюю фару автомобиля. Тхань рассказал французским следователям, что во время аварии он был на смене в качестве ночного охранника на заводе Рено. Критики расследования утверждают, что французская полиция так и не проверила его алиби. Позже выяснилось, что в ту ночь он рано ушел с работы и пошел навестить своего отца, который жил недалеко от туннеля Альма. Когда следователи допросили Тханя о том, что его машину перекрасили в красный цвет с белого и заменили бамперы, он заявил, что это было сделано за несколько часов до аварии. Тхань отказался назвать причину этого. В 2006-м его отец сказал, что сын ночью перекрасил свой Фиат в красный цвет, через несколько часов после аварии, попросив помощи у своего брата-механика. Другой очевидец Франсуа Левестер, который ехал по туннелю впереди Мерседеса Дианы, утверждал, что видел яркий свет в момент столкновения. Это положило начало теории вспышки. А все тот же Томлинсон утверждал, что видел похожий мигающий стробоскоп во время своей подготовки в Ми-6, который использовался для дезориентации водителей. Однако жена Левестера, сидевшая рядом с ним, опровергла его показания, сказав, что никакой вспышки не было. Еще много вопросов возникло к экстремальным службам. Почему карета скорой помощи так долго ехала в больницу? Первый звонок поступил в 12:26 ночи. Машина скорой помощи с принцессой прибыла в больницу в 2:06. Медики придерживались требований согласно французской системе, что означало, что сначала состояние пациента необходимо было стабилизировать в полностью оборудованной машине скорой помощи, а затем направить его в специализированную больницу, где могут оказать помощь его травмам, независимо от того, насколько далеко она находится. Любителям теории заговора такой расклад категорически не понравился. Машина скорой помощи, перевозившая Диану, проехала мимо больницы. Данное решение было принято по той причине, что она не была оборудована для пациентов со множественными травмами. В ней не было кардио- или нейрохирурга или бригад, обученных принимать пациентов с множественными травмами. Британские таблоиды тем временем не спали и дали информацию, что штифты крепления ремня безопасности были спилены. На месте аварии было установлено не менее 14 камер видеонаблюдения, однако ни одна из них не записала случившееся. В 2005-м стало известно, что принц Чарльз лично был допрошен британской полицией в связи с запиской, которую принцесса Диана написала в 95-м. «Сегодня в октябре я сижу здесь за своим столом, и мне не терпится, чтобы кто-то обнял меня и подбодрил, чтобы я оставалась сильной и держала голову высоко. Этот конкретный этап в моей жизни самый опасный. Мой муж планирует аварию в моей машине, отказ тормозов и серьезную травму головы, чтобы расчистить себе путь к женитьбе на Тиги. Камила не более чем приманка», говорилось в ней. Тиги Лэгбург была няней Уильяма и Гарри. Файет-старший по-прежнему был уверен, что аварию его сына спланировал один из ведущих членов королевской семьи. Однако в 2008-м, после завершения расследования, в ходе которого 11 присяжных пришли к выводу, что смерть Доди и Дианы стала результатом небрежного вождения, Файет признался, что он разочарован. Но в конечном итоге принял вердикт. «С меня хватит», — сказал он. «Я предоставляю Богу возможность отомстить». Еще были и есть теории того, что Диану убрали оружейные бароны за ее агрессивные кампании за запрет наземных мин и сокращение продаж оружия, что она была прямым потомком мировингов, а британская королевская семья – самозванцы. Были замешаны могущественные династии, которые должны были связать узами брака Билла Клинтона и Диану. Но другая династия начала возражать, и Диана отказалась. А поскольку она собиралась выйти замуж за Доди, Ми-6 решили убить ее в туннеле Альма, поскольку это было место языческих жертвоприношений. Не обошлось
и без сатанистов. Одна из теорий утверждает, что Диана была убита в ходе сатанинского обряда, что незадолго до смерти ее можно было увидеть в нарядах, подтверждающих ее связь с оккультизмом. И еще одним моментом стало то, что Диана на самом деле собирала доказательства против королевской семьи в их причастности к торговле людьми и изнасилованиям, которые имели место в королевском дворце. По данным анонимной группы, принцесса Диана записала на пленку показания жертвы, изнасилованной в королевском дворце, и собиралась обнародовать эту информацию. Она также собирала доказательства всех других преступлений, с которыми были связаны королевские особы, и за это ее убрали. Медиум Линдси Бэнкс выступила с заявлением, сказав, что Диана и другие исторические личности приходили к ней в видениях и подтверждали события, связанные с ними. Так принцесса сказала ей, что королевская семья – члены крупной сети, которая занимается торговлей детьми в целях сексуальной эксплуатации. В отчете о смерти принцессы рассматривалось 175 теорий о том, что произошло той ночью. Некоторые из них были незначительными, а некоторые вполне весомыми. Но было установлено, что ни одна из них не была правдой. Хит Леджер – солнечный парень со светлой улыбкой. Он прожил так мало, но успел подарить миру множество ярких ролей. Он не хотел становиться новой публичной иконой, он просто хотел сниматься в кино. Но против его воли все больше и больше из него делали идола. Ведущие шоу давили каверзными вопросами, папарацци не давали спокойно вздохнуть. Чем больше становилась его популярность, тем больше росла тревожность. У Хита начались большие проблемы со сном. Он часто рассказывал, что его мозг просто не может перестать работать. Мощные таблетки снотворного давали ему поспать максимум пару часов, и все начиналось заново. Однако 22 января 2008 Леджер заснул навсегда. Причиной остановки сердца стала неправильная комбинация рецептурных препаратов, которые он принимал от бессонницы и тревожности. После обыска квартиры было обнаружено 6 различных препаратов, 2 для лечения тревоги, 2 от бессонницы и несколько видов обезболивающих средств. 3 препарата были выписаны в Европе, и вряд ли врачи сопоставляли заметки о лекарствах, которые Хит уже принимал. В квартире не были обнаружены наркотики и доказательства того, что Леджер употреблял алкоголь. Была найдена свернутая купюра, которую нередко используют для употребления кокаина, отчего стало подозрение, что актер скончался от передозировки наркотиков. Результаты токсикологической экспертизы подтвердили, что актер получил острую интоксикацию из-за смешивания рецептурных препаратов. Экспертиза подтвердила смерть Хита из-за неправильной комбинации препаратов. Если бы они применялись отдельно и в меру, это бы не закончилось смертельным исходом. После объявления о смерти актера Google News сообщили, что в течение 3 недель было опубликовано почти 25 тысяч историй о Хите Леджере, связанных с его кончиной. Несмотря на обширное освещение, среди них не было единого или связанного повествования, но были теории заговора. Самая известная из них – это то, что Хит вместе со своим Джокером просто-напросто сошел с ума. Всех пугали подробности того, как актер готовился к роли. Изоляция от всего мира, замкнутость и дневник, в котором следователи якобы обнаружили странные рисунки и загадочные улики. Но все это было лишь фантазией любителей теории. Коллеги по фильму и семья Хита продолжают говорить, что с ним было все хорошо. За кадром с ними был обычный Хит Леджер, который, как всегда, шутил, дурачился и искал, кто бы согласился сыграть с ним партию в шахматы. В нем не было ничего, о чем пишут. Он не закрылся в себе. Помню, Хит в перерывах любил подурачиться, пошутить или посидеть с сигареткой прямо на бордюре, рассказывала Матильде. А потом все в один голос начали твердить, мол, что это роль его доконала. Я на это скажу, что надо быть полным психом и невротиком, чтобы роль, которую ты играешь, довела тебя до бессонницы. Хит больше всего хотел состояться как актер. Он работал, он вживался в роль. Да и просто был отличным парнем, делился Гэри Олдман. Мне говорили до встречи с Хитом, он так увлечен персонажем, невозможно приблизиться к нему. Я вышел с ним на площадку, и он был великолепен. Он был открытым, он был добрым, он был профессионалом, добавил Эрик Робертс. Но печальные последствия роли Джокера все-таки были. Террористические группировки начали использовать кадры, где Джокер предстает без грима и в полицейской форме в качестве дезинформации. Фото подписывались, что на них мужественный полицейский, изуродованный группировкой, которая находилась по другую сторону. Еще всех насторожило, почему массажистка первой позвонила Мэри Кейт Олсон, а не в 911, после чего Олсон сразу направила в дом Хита своих охранников.
Появилась теория о том, что Мэри Кейт, которую считали неким дилером Леджера, последний раз намеренно отправила ему не те препараты. Массажистка была в курсе, поэтому позвонила ей предупредить, чтобы ее люди приехали и успели забрать те самые упаковки с таблетками. Расследование на эту тему было, но прокуратура Манхэттена закрыла его, не выдвинув Олсон никаких обвинений. Ну и, конечно же, не обошлось без «этого ничего не было», Хит Леджер жив. Так стал утверждать человек по имени Джордж Леонардопулос. А обвинил он басиста группы No Doubt Тони Каннелла за то, что тот прячет в своем доме живого и невредимого Леджера. Каннеллу из-за этого пришлось обратиться в суд, чтобы получить судебный запрет против Леонардопулоса. Каннелл действительно был связан с Хитом, так как купил дом актера, но это было еще при жизни Леджера в 2005-м. Но злоумышленник клянется сердцем и душой, что Хит все еще жив и живет в этом доме. Больше всего Тони напугало то, что мужчина сказал, что ему нужно попасть в гараж дома, чтобы разбудить Хита, и что это нужно для вашего же блага. Отчет об этом фигурирует в иске, поданном Тони против Леонардопулоса. Судья удовлетворил просьбу Каннелла, и теперь Леонардопулос не сможет приближаться ближе, чем на 100 метров к любому члену семьи музыканта. Если вы захотите узнать больше подробностей и полную историю о Хите Леджере, приглашаю посмотреть мои видео, где я в подробностях рассказала о нем. Алия – еще одна исполнительница с непростой и трагической судьбой. Она стала звездой в 15, и ей пророчили долгую славу и успех. Но из-за человеческой глупости звезда погасла, не успев до конца разгореться. 25 августа 2001 Алия погибла в авиакатастрофе, которая оставила после себя слишком много вопросов. Съемки видео на трек Rock the Boat, которые проходили на Багамах, завершились раньше, и Алия вместе с командой решили немедленно улететь назад в США. У них был запланирован тот же самый рейс, на котором они изначально прилетели, но на следующий день. Из-за внезапной спешки все сели в самолет, который не был предназначен для перевозки такого груза и такого количества людей. Вскоре после взлета самолет упал и загорелся, примерно в 60 метрах от конца взлетно-посадочной полосы. Алия и 8 других находившихся на борту людей погибли. Очевидцы начали сообщать, что пассажиры, желающие покинуть остров в сию же минуту, были очень нетерпеливы и спорили со своим пилотом, который предупредил их, что для безопасного полета вес слишком велик. Он пытался убедить их, что самолет перегружен, но они настаивали на том, что им нужно лететь. В итоге пилот сдался, и все пассажиры сели в самолет. Сообщалось, что уже на старте возникли проблемы с запуском одного из двигателей, что свечи зажигания нуждались в замене, а сам самолет был перегружен на 320 килограмм и перевозил на одного пассажира больше, чем было сертифицировано. Также в отчете указывалось, что пилот не был допущен к управлению самолетом. Луи Моралес получил свою лицензию обманным путем, показав сотни часов полета, которых он на самом деле не делал. Кроме того, токсикологические тесты выявили следы кокаина и алкоголя в его организме. Алия погибла от сильных ожогов и травмы головы. Специалисты предположили, что она впала в такое состояние шока, что даже если бы она выжила, ее выздоровление было бы практически невозможным. У поклонников певицы был один вопрос. Почему девушка, которая настолько сильно боялась летать, внезапно начала настаивать на том, что нужно лететь на маленьком самолете, зная, что он перегружен? Она настолько сильно боялась летать, что всегда путешествовала со своим братом или мамой. Но в тот роковой день ей пришлось лететь одной. За несколько дней до своей смерти Алия поделилась, что часто видит сон, в котором темно, ее кто-то преследует, она боится, а затем внезапно взлетает и улетает навсегда, далеко. Никто не может добраться до нее, никто не может прикоснуться к ней. Большинство пришли к выводу, что села она туда не сама. И эти доводы подкрепил мужчина по имени Кингсли Рассел, который подростком работал в тот день в отеле, где остановилась Алия. Рассел утверждал, что певица сильно нервничала из-за того, что самолет уже задерживался на 2 часа, а после того, как увидела маленький самолет, разволновалась еще больше и отказалась садиться в него. Он также видел, как пилот пытался доказать, что самолет будет слишком тяжелым с 8 пассажирами, включая 136-килограммового телохранителя Алии, а также со всем их багажом и оборудованием.
Растолкав свою команду, Алия забралась назад в такси, сказав, что у нее разболелась голова и что она хочет немного вздремнуть. Команда тем временем продолжила уговаривать пилота лететь. В конце концов, один из членов команды пришел проверить ее, и певица повторила, что она не хочет садиться в крошечный самолет и что у нее болит голова. Именно тогда, по словам Рассела, член команды достал таблетку, которую Алия приняла и заснула, даже не зная о том, что ее сажают в самолет. Среди теорий, конечно, не обошлось и без мистики. Пошли слухи о том, что Алию убили иллюминаты, среди которых был небезызвестный Джей Зи, который был по уши влюблен в певицу, а также другие ее мужчины, которых она отвергла. Джей Зи был одержим Алией. Ходили слухи, что во время совместных записей они нашли много общего, а на одной из своих вечеринок он появился без своей девушки, потому что плотно положил глаз на Алию. Очевидцы заявляли, что видели, как пара обнималась и была большую часть времени рядом, но большого значения этому никто не придал. После того, как он не смог ее заполучить, он решил убрать девушку, чтобы ее место заняла Бейонсе. И всем, конечно, сейчас очень интересно, была ли бы Бейонсе настолько популярна, если бы Алия осталась жива. Еще одним подозреваемым выступил Ар Келли, за которым певица незаконно была замужем. Келли был продюсером дебютного альбома Алии «Age Ain't Nothing But a Number», а познакомил их ее дядя Барри Хэнкерсон, когда девушке было всего 12, и который по еще одной теории после ее смерти получил около $90 миллионов. После выхода альбома стало появляться очень много слухов, что Келли и Алия тайно вступили в брак. Он подделал документы, в которых было указано, что певице уже исполнилось 18. Также документы были сделаны с той целью, чтобы она не могла в случае чего свидетельствовать против Ар Келли, если что-то дойдет до суда. Келли заманил Алию в очень спорные отношения. Ходили слухи даже о том, что девушка была беременна от него. После ареста Келли эти слухи стали подтверждать люди, которые находились в окружении пары. Их брак в конечном итоге был аннулирован. Позже в судебных документах Алия сама призналась, что сфальсифицировала свой возраст. В мае 97-го она подала иск, требуя аннулировать все записи о браке, поскольку по закону штата она не достигла того возраста, чтобы выйти замуж без согласия родителей. Все связи с Келли были оборваны, и в дальнейших интервью певица старалась избегать любых вопросов об их отношениях. В 2019-м Дэймон Дэш, возлюбленный девушки, рассказал, что Алия никогда не говорила о своих отношениях с Келли, даже наедине. Она пыталась несколько раз обсудить эту тему, но смогла только сказать, что Келли плохой человек, добавив, что узнала еще много другого. Алия не хотела иметь ничего общего с Келли после их развода. Что сделано это было, чтобы скрыть многие поступки Келли. Он женился на ребенке, это был заголовок, это был слух. Об этом говорили так, будто это было нормально, заключил он. После смерти Алии против Ар Келли были выдвинуты обвинения в отношении других несовершеннолетних девочек, и его брак с певицей был тому доказательством. Мать девушки Дайан Хоттон рассказывала, что в жизни певицы все пошло не так, когда она начала встречаться с Келли. Еще одним мужчиной, чье сердце не устояло, был Тимбаленд. И тоже в тот момент, когда Алия была еще несовершеннолетней. Познакомились они во время второго альбома One in a Million, когда Алии было 16, а Тиму 23. Он сам открыто заявил, что был влюблен в девушку, но он понимал, что она еще ребенок, поэтому сказал себе, что будет для нее старшим братом. А далее сказал еще более странные слова, что он женился на Монике Длет, потому что она очень сильно похожа на Алию. Чужая жизнь потемки, но говорить такое в лицо живому человеку, который каждый день с тобой рядом, очень странно. Непростые отношения у Алии были не только с мужчинами. Не сошлась девушка и с Мисси Эллиот, и с Бренди. Мисси с Алией была связана музыкой. Она написала для девушки треки, которые далее вошли в ее альбом One in a Million. Хоть Мисси и называла Алию своей младшей сестрой, обратная сторона говорила о том, что они совершенно не поладили. А Бренди чувствовала в ней сильного конкурента, из-за которого ее саму постоянно задвигали на второй план. Она хотела, чтобы ее стиль музыки и образ были такими же раскрепощенными, но Бренди продолжали продвигать миру как милую соседскую девочку. Она также признавалась, что обожает Алию, но люди, которые находились рядом, рассказывали обратное. Крис Корнелл и Честер Беннингтон – два безумно талантливых музыканта, которые стали голосом для целого поколения.
В 1984-м Крис стал частью Soundgarden, группы, которая быстро нашла успех среди поклонников гранжа и стала частью большой четверки, наряду с Pearl Jam, Nirvana и Alice in Chains. В 2009-м Крис решил объединить свое творчество с Timbaland и выпустил альбом Scream, где звучание было смесью рок-музыки и R&B, за что поклонники гранжа обвинили его в измене. Корнелл долгое время боролся с депрессией и зависимостями. С 12 лет в окружении Криса появились алкоголь, марихуана и рецептурные препараты. Далее он пристрастился к оксикодону и другим веществам, но смог осознать, что это может стать концом для него. В 2002-м Корнелл обратился в реабилитационный центр и к 2005-му избавился от пагубных привычек, после чего стал делиться своим опытом и призывать тех, у кого есть подобные проблемы, пройти реабилитацию. Казалось бы, у человека началась новая жизнь. Но 18 мая 2017 поклонников исполнителя настигли печальные вести. Крис Корнелл был найден мертвым в ванной комнате его гостиничного номера. Причиной смерти был назван суицид. Телохранитель обнаружил Корнелла с эластичной лентой на шее. Полиция просмотрела все видеозаписи с камер наблюдения в отеле и сообщила, что никто не входил и не выходил из номера Корнелла после того, как его телохранитель ушел. Также сообщалось, что в организме музыканта были лекарства, но не в токсичном количестве. Жена Корнелла Вики Караянис обвинила в гибели мужа снотворное Ативан. Она сказала, что разговаривала с Крисом после его шоу и заметила, что он невнятно говорит. По ее словам, он все время говорил, что устал и в конце концов просто повесил трубку. Обеспокоенная этим, она позвонила в службу безопасности Корнелла, чтобы проверить его. Телохранитель Мартин Кристен не смог попасть в номер. Он позвонил в службу безопасности отеля, чтобы они пришли и открыли дверь. Они отказались, сказав, что это не его номер, хотя он сообщил, что там его работодатель. Когда Кристен рассказал Вике об этом, она посоветовала ему выбить дверь. После нескольких попыток Кристену удалось, и, войдя в номер, он увидел ноги Корнелла в двери ванной комнаты. Мартин сразу же ослабил спортивную ленту и попытался сделать ему искусственное дыхание. Затем появились сообщения, что бригада скорой помощи добиралась до места происшествия больше 40 минут. Полиция заявила, что разрыв во времени и реагировании был не таким уж большим. Но после изучения записей журналов вызовов было установлено, что медики и полиция действительно ехали очень долго. Это заставило некоторых, включая Вики, думать, что происходит что-то странное. В течение нескольких дней было вынесено окончательное решение, что это был суицид. Однако Вики сказала журналу People, что она считает решение преждевременным, поскольку оно было вынесено до того, как были завершены результаты токсикологии и вскрытия. Она сказала, что наркотики в организме ее мужа могли изменить его психическое состояние. Но полиция стояла на своем. С этого времени Вики подняла вопрос о том, что после окончательного вскрытия в отчетах не было указано, что у Корнелла была травма головы, которая упоминалась в 2 других. Также сообщалось, что эта травма появилась еще на концерте, а поклонники отмечали, что с Крисом что-то не так. Его шатало, а энергии кое-как хватало, чтобы завершить песню. Он часто обращался к публике, чтобы те спели за него. Были также утверждения, что у Корнелла был перелом нескольких ребер, но в отчете о вскрытии об этом ничего не говорилось. В конце концов, Вики подала в суд на доктора Роберта Коблина за то, что он прописывал Корнеллу опасные вещества, изменяющие сознание, которые затуманили его разум и заставили вести себя опасно, импульсивно, что в итоге стоило ему жизни. В иске также говорилось, что Коблин делал это в течение 20 месяцев, не проверяя должным образом Корнелла. В свою защиту Коблин сказал, что Крис был в здравом уме и осознавал, что он делает, и какие риски за этим последуют. Вики же настаивала, что ее муж уже давно не был в депрессии и никогда бы не покончил с собой, если бы не находился под воздействием наркотиков. Честер, так же как и Крис, с самого детства столкнулся с непростой судьбой. Насилие, развод родителей, проблемы со здоровьем, издевательства в школе. Он пытался найти отдушину в творчестве, но попал в плен алкоголя и запрещенных препаратов. Честер всеми силами хотел попасть в музыкальный мир, но двери никак не хотели перед ним открываться. Все изменилось, когда его пригласили на прослушивание в еще совсем неизвестную группу Xero, которые были в поиске вокалиста. Ради этого Беннингтон даже ушел с собственной вечеринки по случаю его дня рождения, чтобы записать демо. 24 октября 2000-го мир музыки перевернулся. К 2017-му Линкин Парк насчитывали в своей копилке миллионы проданных альбомов и десятки самых престижных наград.
6 парней стали для мира одним из главных олицетворений начала нового тысячелетия. Но вот только за этим успехом стояла обратная сторона. Честер продолжал битву со своими демонами. Наркотики, депрессия и алкоголь. Парни не стали стоять в стороне и вмешались помочь. В 2011-м Честер сказал, что бросил пить, отметив: «Я просто больше не хочу быть таким человеком». О своей депрессии он говорил, что «меня нельзя оставлять наедине с этим», указывая на свою голову. «Как только я остаюсь с ним наедине, начинает твориться всякая ерунда». Буквально на следующий день после смерти Криса, 19 мая 2017-го, Linkin Park выпустили альбом One More Light, который подвергся сильной критике со стороны поклонников группы. Если объединить все, что было сказано в их адрес, будет 2 слова: «Опопсели» и «деньги». Мало кто вслушался в сами песни, где практически в каждой Честер кричал о помощи. Помощь не пришла. 20 июля 2017 в день рождения Криса Корнелла, Честер Беннингтон покончил с собой аналогичным способом. Его тело было найдено с эластичной резинкой на шее. Случившееся стало потрясением абсолютно для всех. У группы были расписаны планы, запланирован тур. Результаты вскрытия не показали наличие каких-либо запрещенных препаратов или лекарств, только алкоголь. Но для теорий эти обстоятельства были очень странными. 2 лучших друга погибли при одинаковых обстоятельствах, внезапно не оставив никакой предсмертной записки. Сыновья Честера, как и дети Криса, столкнулись с любителями теории заговора, которые напрямую писали им, что они знают, что их отцы не убивали себя. Тайлер, младший сын Честера, вышел на связь у себя в Инстаграм, сказав: «Это то, с чем я не буду иметь дело. Нет никаких доказательств ни на одну из выдвинутых теорий. Все это просто тщетные попытки раздуть сенсацию и превратить то, что на самом деле является трагедией, в большую историю, которую можно рассказать людям». Но вот старший сын Джейми вначале был категорически против любых теорий заговора, но затем заявил, что теперь у него есть доказательства, которые доказывают, что это убийство. Одним из самых убедительных откровений является существование дневника Честера, найденного полицией после его смерти. Но попытки Джейми получить этот дневник, который якобы содержит важные сведения о его отношениях, жизни и смерти, провалились. Отдать дневник отказалась Талинда, мачеха Джейми, что породило новые домыслы и разочарования. Главной теорией, кто и что же убило Криса и Честера, стало то, что оба музыканта собирались разоблачить сеть, которая занималась торговлей детьми. И главными подозреваемыми были участники Пиццегейта. Они хотели озвучить имена влиятельных людей, но, по всей видимости, их заставили замолчать. Сюда же отнесли Авичи и шеф-повара Энтони Бурдена, которые также скоропостижно скончались. В сети стали писать, что эти 4 вместе работали над документальным фильмом о торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации под названием «The Silent Children» и не покончили с собой, а скорее всего были убиты. Фильм вышел в виде короткометражки, и он действительно рассказывал об этих серьезных проблемах. Но создатели заявили, что ни один из них не участвовал в его создании, ничьи имена там рассекречены не были. Также то, что проект не сдвинулся дальше, не нашел финансирования и просто-напросто был заброшен. Ну и на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь в комментариях, верите ли вы во все это или нет. Ставьте лайки, подписывайтесь на меня везде, где только сможете и захотите. А я пошла работать над новым видео. Увидимся совсем скоро.